Hey, меня зовут Никита, и на этом канале мы часто говорим о том, как создать NFT, как продать свой криптоарт и то, что каждый арт определенно имеет свою ценность. NFT — это новый вид имущества, интернет-имущества, и люди понемногу начинают это принимать, но еще относительно мало людей знает о NFT, плюс технология находится на начальном этапе развития, и еще не так много чего можно сделать с этим имуществом. Продать, выслать, сжечь. Этого функционала недостаточно для того, чтобы NFT как предмет для инвестиций раскрыл свой потенциал. Мы находимся на очень интересном этапе развития интернета. Этот момент можно сравнить с бумом стартапов 2000-х в США, когда зарождался Web 2.0, и сейчас мы можем наблюдать зарождение Web 3.0 и расцвета децентрализованных сервисов, которые в том числе приносят в криптомир новые возможности и раскрывают потенциал блокчейн на 100%. И в сегодняшнем выпуске новой рубрики NFT Investor я хотел бы рассказать вам об одном из таких сервисов, который помогает разблокировать ваш актив в виде NFT токена и перевести его в ликвидный актив, например, эфир. При этом вы даже не потеряете владение токеном. Погнали! Итак, собственно, о чем речь? NFT – достаточно интересный объект в криптомире. Художникам токенизация их работ придает вторую жизнь и дополнительный смысл, а также помогает оставаться более независимыми. Коллекционеры же приобретают хорошие работы в качестве инвестиций, и в принципе в этой схеме все довольны. А также стоит отметить, что с получением определенной прибыли художники также начинают понемногу становиться коллекционерами и покупать работы других авторов. Реальность такова, что покупка произведений вызывает определенную зависимость, так как является в большинстве своем развлечением. Плюс интерес подогревается новостями о крупных продажах и греет души как авторам NFT, так и коллекционерам. В связи с этим на кошельках у коллекционеров и у авторов образуется определенный пул активов в виде NFT, которые они, однако, не могут при необходимости перевести в ликвид, например, эфир. Точнее могут, но сделать это займет гораздо больше времени, ведь продать арт нельзя так быстро, как обычные взаимозаменяемые токены. И допустим, случилась такая ситуация, при которой вам срочно необходимо оплатить какую-либо транзакцию. Опубликовать работу, возможно, вывести деньги в рубли, или вы хотите проспекулировать на рынке криптовалют. Однако свободных средств на эти действия у вас нет, а расставаться со своей коллекцией NFT не хочется или даже нет возможности быстрой продажи какого-либо токена. Ситуация безвыходная. Однако тут на сцену выходят сервисы, о которых я говорил выше в начале видео, и которые дают нам новые возможности. В данном случае это starter.co, на котором вы можете под залог своего NFT актива получить эфир на определенный срок под процент. То есть вы не теряете владение самим токеном, а всего лишь оставляете его под залог займа. И с определенным процентом возвращаете задолженность в течение некоторого времени. Мне кажется, такой функционал будет полезен как коллекционерам, так и авторам самих NFT. В чем смысл такой платформы? Stater — это платформа P2P кредитования для NFT, то есть вы можете как взять займ под свою NFT и вернуть его через некоторое время, так и заработать, дав займ какому-либо другому пользователю. А это получается еще один из способов заработка в крипте на NFT, если у вас есть капитал и вы не хотите заниматься трейдингом в NFT. При этом, если вы взяли займ, то вы не теряете право владения NFT. Только в случае невыплаты вами долга, заимодатель может забрать ваш актив как компенсацию. И если вы являетесь инвестором, такой функционал может дать вам новый источник ликвидности, раскрывая ценность ваших NFT в то время, когда вам нужно будет этой ценностью воспользоваться. В общем, от слов к делу. Давайте перейдем к самому сайту, попробуем им воспользоваться и создать заявку на займ. Заходим на сайт Stater.co, и изначально мы попадаем на их основной лендинг. Если вам интересно, можете почитать подробнее сами, ссылка будет в описании. Нажимаем на кнопку Open App, и нас перебрасывает на само приложение. Как вы видите, здесь уже есть несколько опций для кредитования. То есть под эти NFT вы уже можете дать в долг и немножко заработать. Например, вот прикольный арт с руками и эфирами. Зайдем на него, чтобы прочитать подробнее метрики, под которые мы можем дать займ. Собственно, ценность NFT. Указано .1 эфира, и тут стоит заметить, что это еще альфа-версия приложения, и стоит самому присматриваться к NFT и адекватно оценивать их стоимость, чтобы в случае невозврата долга вы в любом случае оказались в плюсе. Для этого внизу страницы здесь есть графики и таблица со всей инфой о перепродажах NFT. То есть вы перед тем, как дать в долг, можете увидеть, какая последняя цена была дана за данный токен, а уже после этого принимать решение. Или оценить на основе объема эфира, вложенного в NFT. Допустим, ценность .1 эфира нас устраивает, сумма займа, которую просит владелец NFT, всего лишь .06 эфира, и наш небольшой профит будет составлять 0.0072 эфира. Вы скажете немного, но по сути ведь не нужно прилагать никаких усилий. Просто оценить ассет и принять решение, давать в долг, либо не давать.
И тут дальше видно, что владелец хочет разбить займ на 4 взноса по 0,018 эфира. Годовая процентная ставка 32%, квартиру под такой кредит лучше не брать. Через 28 дней обещают все выплатить, и LTV 60%. LTV – это коэффициент кредит-залог, отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемого в залог. Наверное, поэтому графа риска заполнена полностью, плюс долг на 28 дней немного долгий для криптосферы, и платформа считает, что риск невозврата все-таки есть. Это мои предположения. Давайте сравним с каким-либо другим ассетом с платформой. Вот, например, Candy Jacket. Ценность данного NFT .2 эфира, а займ всего лишь на 0,04 эфира, что гораздо меньше заявленной стоимости. Смотрим по продажам и видим своеобразный график. Эта куртка была продана за 2 эфира в свое время, ну и явно она стоит больше, чем .2 эфира. Хотя для убедительности в таких вещах можно еще проверить, кто автор, ведь это тоже многое значит. В общем, LTV 20%, кредит разбит на 5 маленьких выплат. Если даже вам не вернут вот эти вот 0,04 эфира, то ничего страшного не произойдет, и залог от займа перейдет к вам в кошелек. Давайте по приколу дадим займ, ну почему нет. Нажимаем кнопку Offer Loan, и перед нами появляется окно MetaMask для подтверждения транзакции. Подтверждаем транзакцию и ожидаем. Транзакция прошла успешно, и деньги с моего кошелька перевелись владельцу NFT. Ну все, теперь чувствую себя банкиром и скоро разбогатею. В моем личном кабинете появилась вкладка с только что оплаченным нами займом. Здесь виден список транзакций, которые нужно будет совершить владельцу и в какое время, чтобы вернуть мне весь долг вовремя. Все достаточно просто. Пару кликов и готово. Теперь давайте попробуем заложить какую-то свою NFT. Недавно один из участников коллаборации NFT 256, это там, где 256 художников собрались в одном месте и выложили из своих работ лицо Илона Маска, подарил мне одну копию своей NFT-шки, а так как в коллекции у меня NFT немного, то попробуем взять займ под нее. Обещаю честно выплатить и забрать ее обратно. Возвращаемся к платформе. Заходим, создаем заявку на долг. Мы можем заложить как один NFT, так и, например, связку из нескольких NFT. Сейчас я выберу один из моей коллекции. Во вкладке «Ценность» я укажу .15 эфира. Срок займа 7 дней, LTV 30%. На странице подтверждения мы видим, что я получу 0.045 эфира, и в течение 7 дней необходимо будет вернуть 0.054 эфира. Иначе моя NFT перейдет к другому владельцу. Ну, 0.045 эфира в принципе может хватить на то, чтобы опубликовать новый арт, выставить его на продажу и постараться продать его в наиболее краткий срок. В принципе, неплохой вариант. Далее нам нужно заплатить approve транзакцию, она вышла примерно в $8. И так как мы совершаем все транзакции в блокчейн, то за публикацию на платформе придется также заплатить за газ. В момент записи видео комиссия была достаточно высокой, что снижает привлекательность маленьких кредитов. Но я думаю, разработчики в скорое время что-то с этим придумают. Как вы видите, все прошло успешно, и теперь каждый из вас может зайти на Stater.co и дать мне в долг эфира и немного на этом заработать. Так что переходите на сайт, оценивайте сами возможности платформы и ее потенциал. Если будут какие-то апдейты по этой теме и теме моего займа, я постараюсь выпустить еще одно видео, а если вы знаете еще полезные сервисы в сфере NFT, крипты и DeFi, то присылайте их на почту, будет очень интересно посмотреть. И на этом сегодня все. Рад был со всеми увидеться, развивайтесь, инвестируйте и не забывайте делать красную кнопку серой. Пока!